У меня уже есть видео на тему чулок, которое я шью. Сейчас представилась возможность сделать видео на тему колгот, которые я шью на кукол. Сразу скажу, что материал, который я использую, это капрон. В основном это капрон. Я бывает, что шью и из сетки, но так как я люблю капрон, я сейчас вам представлю свои колготки, свою работу и как выглядит и какого качества моя работа. Вот я достала из упаковочки. Давайте посмотрим поближе это дело. Раньше я шила начинала, вернее, я шить колготки на размер кукол формата Барби. Потом я добавила формат FR16 большего размера, переделала выкройку. Вот, и сегодня я представлю вам на авторских куклах. Но сначала немножечко расскажу про материал. Значит, в основном я использую 20 ден размер этого капрона. Вот так он выглядит на руках. Он вот такой плотности. Бывает более плотный, 40-60 ден, но я их практически не использую. Они на куклах смотрятся не очень хорошо, слишком уж плотные. Капрон с номерами 15 и 8 я тоже шью. Я научилась это дело, одолела этот капрон. Вот, но так как это очень деликатный, еще более деликатный, чем 20 ден, потому шью редко, потому что и вам придется ну, крайне осторожно обращаться с этими номерами. Однако, если вам нужно очень тонкие колготки, пожалуйста, обращайтесь, я умею это делать. И 8 ден, и 15. Это ну, очень-очень-очень тоненькие, практически невесомые. Вот. Теперь про качество своей работы. Верх я обрабатываю, секунду, верх обрабатываю на спецмашине. Растяжимость верха есть достаточная для того, чтобы одеть на куклу. Внутренний шов выглядит вот так. То есть я сказала, это спецмашина. Здесь 2 строчки, внутри вот так. По линии талии я также прокладываю, видите, силиконовую ленточку. Для чего, я расскажу попозже. Внутренние швы я применяю другую спецмашину, которая делает мне вот такой шов, очень тонкий. По поводу, насколько тонкий, покажу уже на куклах. Нитки я также использую специфические, которые работают по растяжимости вместе с тканью. Ничего не щелкает, не трещит. Растяжимость работает вместе с тканью, нитка. Вот, теперь покажу вам на куклах. Значит, я вам представляю куклы наших украинских мастериц. С этой стороны у меня куколка Анны Кучеренко, Anarch Dolls. Это куколка Инны Шварцман. Это тоже, это все наши украинские мастерицы. По поводу растяжимости ткани, я не зря их положила сначала, эти куклы. Хочу вам показать размер на этих куклах, размер колгот такой вот, как я вам показывала, одинаковый, один по одной и той же выкройке. Но куклы имеют, эти две куклы имеют практически одинаковый объем талии, практически одинаковый объем бедер. Разница не очень большая. Но длина ног, посмотрите, какая большая разница. У Анечки очень длинноногая кукла, очень. Но за счет растяжимости ткани я смогла одеть колготки и на эту куклу, и на эту куклу. Вот, теперь я вам покажу, как выглядит выкройка. Шов на колготках только один. Сзади
шва нету. Вы можете посадить свою любимую куклу, фотографировать, можете одеть красивое белье, и у вас будет вот такая красивая попка у куклы. Дальше. Выкройка моя авторская. Разрабатывала я ее тоже, очень много экспериментов сделала. Очень и очень. Сейчас, секунду, выровняю ножки и покажу вам, насколько тонкий шов. Как можно это увидеть? Прорезь подколенного шарнирчика имеет вот такую прорезь, да, шарнирчик. Так вот, шов тоньше, чем эта прорезь, видите? И несмотря на то, что это машинный шов, выкройка выглядит таким образом, видите, что если вы оденете даже самую короткую юбку, самую короткую, шов у вас сразу будет идти ровненький по ножке. С внутренней стороны шва никакого нету. То есть шов сзади и шов спереди. Все. Шов сзади и шов спереди. Вы можете фотографировать, сгибать ногу как угодно. По поводу сгиба ног. Вы видите, что никакие складки не образует капрон. Вы можете сгибать ножку как угодно. Может, не очень удобно на камеру, но вот, пожалуйста. И здесь по ножке точно так же капрон идеально облегает ножку. За это я очень люблю капрон. Вы можете посадить куклу, присогнуть ножку наполовину сгиба, еще, ну, то есть как угодно. Дальше. Сейчас покажу вам на куколке Инны. Значит, здесь, как вы видите, шва впереди нет. Я его одела. Эти же самые колготки я одела швом назад. И тогда вот этот шов укладывается с внутренней стороны ноги. В эту сторону лучше. Вот. Если вам это не нравится, вы можете повернуть шов, провернуть, назад его отвернуть. И тогда вы можете фотографировать куклу как, ну, просто впереди шва нету, сзади нету, сбоку нету. Как угодно, пожалуйста, фотографируйте в свое удовольствие. По поводу еще обещала силиконовой резиночки на талии. У кукол большой разлет в размерах между объемом талии и объемом бедер. Так вот, чтобы колготки хорошо сидели на талии, я пришиваю силиконовую резинку на капроновые свои колготки. Может, многим не нравится, что высокая посадка. Я ее делаю такую, потому что куклы разные могут быть. Ну, то есть силиконовая ленточка позволяет опустить. Сейчас на камеру не... Сейчас волос. Секунду. Опустить колготки ниже. Поправить капрон как угодно. То есть, пожалуйста, ваш пупок вам... Ну, то есть опять можете, вот, пожалуйста, фотографировать, играться как угодно. Вот. И получились колготки с низкой посадкой. Это дает силиконовая ленточка. Вот такая шикарная у меня выкройка. И вот такое исполнение. У Инны прорезь подколенного шарнирчика меньше. И шовчик, вот он вот такой же. То есть вы видите, насколько тонкий машинный шов у меня. Это какое аккуратное, очень аккуратное исполнение.
Поэтому я думаю, что вы останетесь довольны моей работой. Приобретайте у меня колготки, заходите в магазин Etsy, пишите в личку, будем дружить. Значит, еще хочу показать, насколько на этой кукле сидят колготки. Вот. Посмотрите, как идеально облегают ножку. Идеально. Просто шикарно. Вот. Профессиональное исполнение для профессионально выполненных кукол и ваши профессионально выполненные фотографии, гардеробы ваших кукол, я думаю, будут очень хорошо гармонировать. Чем еще мне нравится капрон? Смотрите, я могу найти для вас его любой расцветки. Надо бежевые такие, сякие, надо такие, пожалуйста. Черные надо будут вам черные, красные надо будут вам красные. То есть практически любой цвет, пожалуйста. Все, чтобы вы оставались довольными и выполняли свои какие-то мечты в кукольном мире. Всего доброго. Приходите, покупайте, пользуйтесь. Давайте дружить. Ваша Нобелиса.